Всем привет! Этот месяц, а именно октябрь 2021 года, для любителей гаджетов является, скажем прямо, очень интересным. Ведь совсем недавно компания Google объявила о премьере смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Получим мы их уже во вторник, 19 октября. На день раньше, в понедельник, 18 октября, дебютируют новые устройства компании Apple. Тут все ждут 14 и 16 дюймовые модели MacBook Pro на базе новой однокристальной системы Apple M1X. А вот в среду 20 октября парад новинок продолжит компания Samsung. Нас ждет мероприятие под названием Unpacked 2. Если посмотреть на тизер компании Samsung, то можно увидеть намек на новые цвета смартфона Galaxy Z Flip 3. Но объявлять для этого целое большое мероприятие очень, по крайней мере, странно. Никому не секрет, что миллионы фанатов, а также простых пользователей компании Samsung ждут бюджетный флагман Galaxy S21 FE. Но о нем ходят очень противоречивые слухи. Одни говорят, что модель все-таки выйдет, другие о том, что она вообще никогда не появится. Но сегодня все прояснилось. Ведь по данным очень известного корейского источника, именно Galaxy S21 FE окажется в центре внимания Samsung Unpacked 2. Это, честно говоря, радует, ведь смартфон получил очень много интересных решений. Итак, основные фишки смартфона Galaxy S21 FE — это AMOLED-экран на 6,5 дюйма с кадровой частотой 120 Гц, мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888, аккумулятор емкостью 4370 мАч, Android 11 с интерфейсом One UI 3.1, тройная основная камера и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Итак, первоначально стоит отметить, что есть такой сетевой информатор Джон Просер. Так вот, он уверяет, что смартфон Samsung Galaxy S21 FE перенесли на следующий год. Мало того, он сказал точную дату выхода устройства, а именно 11 января 2022 года. В то же время другие источники уверяют, что смартфон Samsung Galaxy S21 FE станет доступен уже 29 октября. Правда, не повсеместно, а лишь в некоторых странах и регионах. Также эту информацию подтверждают всевозможные производители аксессуаров, которые уже начали отгружать свою продукцию для S21 FE в странах, где продажи начнутся в первую очередь. Напоминаю, что все эти проблемы с выходом смартфона появились не просто так. Во-первых, в мире продолжается дефицит микросхем. Во-вторых, компания Samsung дважды получила в США отказ в просьбе получить больше микросхем для смартфонов. В-третьих, для Galaxy Z Flip 3, который продается просто, скажем прямо, отлично, также нужны однокристальные системы Snapdragon 888. И все это действительно является очень большой проблемой, которая влияет на выход нового смартфона от компании Samsung, а именно S21 FE. Конечно же, смартфон будет ориентирован на молодежную аудиторию. Что немаловажно, смартфон выпустят в 4 интересных расцветках светлых оттенков: серой, голубой, фиолетовой и зеленой. Защита от воды IP68 сохранится. Стандарт защиты является оптимальным для свободного использования смартфона. При этом конструкция корпуса не отличается весом и внешним видом от корпуса устройства без такой сертификации. Стандарт защиты от воды и пыли IP68 включает абсолютную герметичность от попадания мелких частиц внутрь корпуса, а также исключает проникновение влаги под панель. Устройство можно использовать на глубине 1,5 метра до 30 минут, не опасаясь за его целостность. Отсек для SIM-карт переместили вниз. На наличие аудиоразъема 3,5 мм надежды нет. Также это нам подтверждают недавно опубликованные тизеры. Ожидается, что Samsung Galaxy S21 FE получит экран AMOLED диагональю 6,5 дюйма, разрешение Full HD плюс кадровой частотой 120 Гц. Напоминаю, особенностью AMOLED дисплеев является то, что каждый пиксель является самостоятельным источником света. Система управляет каждым таким элементом независимо от остальных. Во время отображения черного цвета соответствующий пиксель не светится, а когда показываются смешанные оттенки, он выдает повышенную яркость. Именно поэтому экраны AMOLED демонстрируют отличную контрастность и максимальную глубину черного
Также мы получили быструю зарядку на 25 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт. Смартфон получит многомодульную камеру с двумя датчиками разрешением 12 мегапикселей и перископным 8-мегапиксельным модулем с трехкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения. А также мы получили фронтальную 32-мегапиксельную камеру. Базовая версия получила 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт своей флеш-памяти. По предварительным данным, зарядное устройство в комплекте поставляться не будет. Ожидаемая стартовая цена 650 евро. В основу аппаратной платформы ляжет Snapdragon 888. Это топовый мобильный чипсет. Представлен в 2020 году. Процессорная часть включает 3 кластера. Одно ядро Cortex-X1 с частотой 2,84 ГГц, 3 ядра Cortex-A78 с частотой 2,42 и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 1,8. В состав чипсета также входит графика Adreno 660. Также будет версия с процессором Exynos 2100 в зависимости от региона продаж. Это также топовый мобильный чипсет с 3 процессорными кластерами. Одно ядро Cortex-X1 с частотой 2,9 ГГц, 3 ядра Cortex-A78 с частотой 2,8 и 4 энергонезависимых ядра Cortex-A55 с частотой 2,2. В состав чипсета также входит графика Mali G78 MP14, который по производительности на 40% превосходит свою предшественницу Mali G77 MP11. Ну что же, ребята, я очень рад, что все-таки компания Samsung делает все возможное, чтобы Samsung Galaxy S21 FE представили в этом месяце. Это очень радует, потому что всевозможные уже инсайдеры говорят, что пора выпускать телефон. Действительно, это так. Уже не за горами выход S22. Потому что уже в следующий год скоро. А тут даже нам не представили среднебюджетный флагман S21 FE. Как мы знаем, он в основном получает все топовые характеристики старшего брата, но за меньшую сумму. Это действительно является большим плюсом и подталкивает многих покупателей купить именно данный смартфон. Ну что же, какой смартфон получится, узнаем чуть-чуть попозже. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.